Если мы попробуем, ну, скажем так, вплести в эту всю историю с коррупционным скандалом господина Коломойского. Он сегодня сидел на заседании своего суда и говорил, что Зеленский это Наполеон Бонапарт IV, значит, скоро его время кончится, скоро все, скоро конец. Ну и все как-то это выхватили. Ну, он играл Наполеона, Наполеон против Ржевского в российский фильм с Павлом Деревянко. Да-да. Был такой фильм в его карьере. Ну и, в общем, Коломойский излучает какой-то оптимизм. Коломойский сейчас просто, ну, душка. Он прям бусинка, понимаете? Он прям вот это вот глазками, глазки светятся, стреляет ими то туда, то туда. У него там раз комментарий взяли, второй раз, там пресс-служба написала. Короче, Коломойский говорит Зеленскому, пора уходить. Ну, знаете, есть такая история в украинском ну, литературном творчестве о том, что я тебя породил, я тебя убью. Это Да. что, прям шага, да? Тарас Бульба. Понимаете, в чем дело? Ну, как бы это подходит под Коломойского. Ну, Действительно я ли думаю, будут сносить внутренние элиты Зеленского? во-первых, я думаю, что есть такое мощнейшее заблуждение, что Зеленский – это порождение Коломойского. Это не порождение Коломойского, это порождение МИ-6 и ЦРУшников. Они его начали вести, раскручивать как раз с фильмом «Слуга народа». Этот фильм был снят непросто. Его уже тогда четко совершенно определили, какая у него будет карьера. И зачем это будет карьера существовать. Зачем? Вот мы сейчас это видим. По морально-волевым определяли. Сделали этим фильмом известность, имя, но потом типа сказка превратилась, стала явью. И украинцы, да, 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 явью стала, сейчас заживем. А Коломойского просто использовали, скажем так, в темную. Ну, спонсировал, продюсировал, бабки давал. Бабки вместе были. А потом оказалось в определенный момент, что до Коломойскому его, скажем так, коллегам по бизнесу паяли несколько пожизненных штатов. И по большому счету Зеленский спас его проведение остатка жизни в федеральной тюрьме, посадив в украинскую тюрьму. На самом деле. А сейчас ну, такая ситуация, потому что за Украину, условно говоря, борются и британцы, и американцы за контроль над будущим Украины и над тем, что там останется. И, соответственно, поскольку британцы ближе, и британцы работают на земле, в отличие от американцев, которые стали работать в космосе, условно говоря, аналитики занимаются. А британцы работают как раз на земле через свои НГО и тому подобное. Через свою агентурную сеть, которая в одной стране живет десятками лет. У американцев там через каждые 2 года ротация. Я думаю, что Коломойскому пришла весточка с ФБР. То есть мы теперь можем сроки скостить, вообще можем что-то сброю, вообще можем о тебе забыть, правда, денежки отберем. Если ты сейчас тут начнешь организовывать руководящую, направляющую силу, потому что вот этот Майдан, так называемый, да, о чем писали, вот 100 человек вышло. Ну, понятно, вышло 100 человек, потому что ничего не проплачено, руководящей, направляющей силы нет. Соответственно, вполне возможно, что к одному Коломойскому просто пришли американцы и сказали, чувак, свободу на работу меняем, держать, вари. Ну, Майдан как бы не получился сегодня. Я повторюсь, что это, на мой взгляд, большое заблуждение, что Коломойский каким-то образом причастен к политической карьере Зеленского. И второе, я думаю, что Коломойский, если не понимает, он должен понять, что Зеленский спас его от остатков жизни в федеральной тюрьме, посадив в украинскую тюрьму. А, Степан Геннадьевич, если мы попробуем понять хотя бы, да, вот перспективы фронтовые, ведь то, что происходит сейчас, это на самом деле предательство тех, кто на войне, кто Да. воюет. Это предательство тех, кто в тылу, которые сидят без света,
потому что летит, прилетает, никто ничего не защищает. И потом, знаете, вот сейчас мне так нравится, ролики они снимают, там показывают 6 каких-то монтеров, электриков, и они там бегают, что-то суетятся, на этих корзинах туда вверх-вниз ездят, говорят, мы сейчас никогда так слаженно не работали, вот сейчас только так работаем, Украина будет со светом, все будет хорошо. Причем есть такие маститые зубры, их абсолютно в любви к России не заподозришь. Вот есть экс-министр энергетики Плачков, да? Он говорит, ребята, вы не понимаете, они, вот эти обстрелы отключат полностью Украину. Негде будет взять. Никто не даст. Никак ты не перебросишь никакой мост. Единственный, кто, это я уже от себя добавляю, единственный, кто мог бы выручить какой-то регион севера или хотя бы столицу, это Беларусь. Технически эти возможности еще остались. В случае вообще утраты вот этого всего, генерации, вольтажа, они могли бросить какой-то мост. Там реально. Ну и Закарпатье не пропадет. Может, Львову чуть-чуть там что-то достанется, каких-то перетоков. Можно выключить полностью страну. А это отвергают политики, депутаты, говорят, нет, это все чушь, вообще не ведитесь, и псо, врага, никто Украину отключить полностью не может. Да, легко, на раз-два. И вот тут надо понять, эта карта в контексте конкретно войны, преданного фронта и тыла, проданного за деньги фронта и тыла, когда и при каких условиях будет выбрасываться кремлевскими, когда будут отключать и о чем это будет говорить. Ну, смотрите, вот как на мой взгляд, почему сейчас отключают в основном центральную Украину, Южную Украину и Киев? Чтобы люди ушли из городов. Потому что ВСУ используют, и официально заявлялось, они используют людей как живой щит. Когда живого щита нет, то совершенно можно, соответственно, когда вы окружаете город, блокируете его, можно, скажем так, сильно расширить список целей. Можно сильно расширить, скажем так, список методов, которые применяются для уничтожения гарнизона, как в городе, так и снаружи города. Когда нет населения. А населению придется уйти. Потому что электроэнергии нет, отопления нет, трубы перемерзают, все. Город готов, снабжения тоже нет, логистики нет. Поэтому населению придется покидать города. Именно поэтому, в первую очередь, я думаю, отключают центральную Украину, Киев и Южную Украину. Сейчас еще так в Николаеве еще что-то есть, в Одессе тоже есть, но как будут подходить, так и там исчезнет свет. Почему это не делают с Западной Украиной? С оплотом, скажем так, бандеровщины и с основными логистическими хабами на Западной Украине? Не знаю. Еще раз, Кремль вообще очень странно ведет так называемую СВО. Я ее называю даже странная военная операция специально. В этом я логика. Возможно, понимаете, еще раз, я считаю, что вот это трампнашизм – это вот такое заболевание головного мозга, на самом деле. Оно возникает у людей, носителей синдрома Даннинга-Крюгера. Давайте о Трампе сейчас поговорим более предметно. Я только добавлю свежие новости о том, что вспоминали вот мы во время эфира Умерова. Вот он говорит, вышел в паблик, Значит, по поручению президента провел консультации в Турции и Эмиратах. Против Катар собирался. Ну ладно, кто их там поймет? Эмираты, Катар, правда? Да, там они... Там они за бугром. В общем... Скоро снова будут. Провел консультации о возобновлении обменов, освобождении украинцев из плена. Стороны, какие стороны? Ну ладно, стороны. Согласовали активацию Стамбульских соглашений. Речь идет о 1200 украинцев. Скоро пройдут технические консультации, уточнение всех процедур, организации. Он туда поехал как глава переговорной группы. А кому выгоднее сейчас, в общем-то, сделать искусственное дыхание Стамбулу-2, на ваш взгляд? И второй вопрос, важнейший. Явно, что ему надо еще подзадержаться, обзавестись нормальной крышей. Видимо, там у них какая последовательность у набушников? Они же дозированно рубят хвост по частям.
Значит, все ждут кульминации. Кульминация, до нее может еще быть долго. Это голос Зеленского на пленках. Но, видимо, подошел черед голоса Умерова, когда он был министром обороны. И поэтому он сейчас активно, видите, занимается за границей и, в общем, пробивает себя Вполне активно, возможно, ищет вполне крышу. возможно. Потому что, если Зеленский сейчас поймет то, что ему говорили, и то, что от него требуется временная мобилизация, в первую очередь, значит, наверное, голос Умерова на пленках не всплывет. Вернее, по нему не будет никаких пока процессуальных действий. Если нет, значит, будут процессуальные действия по голосу Умерова. Вот так вот, наверное, получается. А крыша Умерова, что? У него точно такая же крыша, как у Зеленского, Ермака и всех остальных. Ничем не отличается. Брат хорошо себе живет, богато в Майами, чем-то торгует. Нормально. Пока. Стамбул кому выгодней? Я думаю, что кремлевским. Потому что, во-первых, они идут по пути всяческого умасливания Трампа. Правильный, неправильный путь. Достаточно посмотреть на председателя Си, да, который сначала был очень вежлив с Трампом, а потом стал ему в любых позах. Трампу сильно понравилось, и даже встречу характеризовал на 12 из 10. К старости Садамаза увлекся. Кремлевский другая политика, судя по всему, судя по тому, что и как пишет тот же Дмитриев. Поэтому надо показывать какие-то действия, что вот мы за мир тут пытаемся с украинцами о чем-то договориться. Еще немножко, и великий Трамп может претендовать на лавры великого миротворца. И потом, понимаете, обмен пленными, обмен телами в таких пропорциях, во-первых, это все идет, мощнейший пропагандистский инфоповод, а во-вторых, это мощнейший удар по украинскому бюджету. Надо же выплаты делать. А если вы их не будете делать, будете все это дело оттягивать, тем самым будете еще больше украинцев настраивать против самих себя. Поэтому с этой точки зрения, конечно, выгоднее кремлевский. Потому что это выгоднее было бы, конечно, украинцам, если бы там было национальное правительство, которое понимало бы, в какой ситуации находится армия, страна, экономика, и, соответственно, просто взяло бы, капитулировало, чтобы спасти и украинскую нацию, и государственность. Остатки. Там работают другие ребята, у них другие задачи. Задача одна – биться до последнего украинца, тем самым нанося как можно больше урона России. Есть многие. Я просто хочу понять ваше отношение именно такое, аналитическое, аналитическим подходом. Давайте вот как-то вдарим по этим пропагандистским вбросам. Например, там центральные средства массовой информации России вдруг почему-то опять начинают показывать нам Медведчука. Берут и показывают. А тот говорит, единственный путь для Украины – это вхождение в состав России. И ты вот сидишь и думаешь, вроде как, там, понятное дело, да, политик вроде как, грамотный. Вроде адекватным же был, нормальным. При Кучме вроде работал, понимаете? То есть, понятно-то, что через него шли деньги московские, вот этой мягкой силы, да, которая должна была мягко, вот так сказать, работать. Эти деньги все распилили, потому что, опять-таки, я могу делать этот вывод исключительно опираясь на знания людей, каких-то политиков, да, как журналист по эфирам, да, где они все стали. Вот эти неприкаянные, сейчас там есть группа в парламенте неприкаянных, ошметков вот этой партии, да, они в заложниках, они там голосуют, что надо, говорят там, что надо, там, у нас договорились до того, что бывшие однопартийцы этого же Медведчука, они выходят и говорят, Вовина 1000, это же классно, так воруют из бюджета, дайте людям хотя бы по 1000, $20 зимняя поддержка, или там 20 евро, да, зимняя поддержка.
То есть люди плюются на самом деле от этого. И какая 1000? Ну, то есть, но каждому. Так соберите, у вас же денег нет. Вы же не можете там какие-то проекты провести. Денег нет, но вы раздаете, вы это делаете, засеваете. Но это не в этом суть. Я о том, какая позиция. Но тезис-то живет, тезис вбрасывают и его крутят. Смотрите, тут очень важно понять, что одни и те же люди говорят нам о том, что, значит, Украина должна войти в состав. И эти же люди нам дают параллели с началом прошлого века. Я напомню, что там в состав в начале прошлого века никто не входил. Зашла армия Муравьева, ну и привет, понимаете? И все там, одни побежали, те остались, ну и овладела всеми идея, ну вот этого советского, да, которая там видоизменялась, там НЭПы были и так далее, там дальше и дальше. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, тут решение не это, но нам его пихают. Зачем? Не, ну как, куда денутся территории? Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская уже в составе России по Конституции. Вот, ну, а как еще оформлять? Вот сейчас дойдем до Днепра. Вот как оформлять эти территории? Конечно, их оформят, как прошел референдум. Те, кто был, проголосовали, как смогли. Результат известен. Да, вот все, входим в состав России. Россия снова меняет Конституцию и уже там в этой области. Вот. В этом смысле, да, они войдут в состав России. А как еще их юридически оформлять? Как серую зону? Вот реально. Мало того, что оформлять, их же потом восстанавливать надо. Что можно восстановить? Как вот, не введя их в состав России, это все оформлять? Или, ну, по-другому можно, там, скажем, останется там, от Украины что-то. Ну, посадить там свою марионетку. Ну, это на самом деле предложение такое очень скользкое, я бы сказал, потому что как работает мягкая сила Кремля, мы знаем. Как работает мягкая сила тех же британцев, мы тоже знаем. Ставки 1-100 против Кремля. То есть, и потом, понимаете, все эти соглашения о том, что, скажем, у Украины будет нейтральный статус, не будет баз НАТО, ВСУ определенной численности. Ну, 3-4 года они продлятся, потом просто Запад спокойно, как обычно, кинет. И что, снова войну начинать? Здесь, на самом деле, ситуация, она не серая, на самом деле, она, на мой взгляд, черно-белая. Если есть Украина, есть проблема. Если нет Украины, к сожалению, проблем нет. Вот если так трезво смотреть. И здесь я рассуждаю исключительно с точки зрения что ли, здравого смысла и кремлевских, и западных. Западу Украина нужна как боеспособная единица. То есть Западу необходимо прекращение огня именно здесь, сейчас. Хорошо, берите гребаные, идите до Днепра, там берите, но только огонь прекратите боевые действия. Чтобы хотя бы часть Украины сохранилась как боевая единица для Запада. России-то не нужно. Россия слишком уже много крови пролили, чтобы останавливаться здесь и сейчас, чтобы, условно говоря, через 3-4 года снова началась война после вооружения, перевооружения Украины, восстановления ВСУ и восстановления. Ну, погодите, тогда по такой логике можно сказать, что и украинцы слишком много крови пролили, чтобы взять и принимать ультиматум 24-го года Путина. Некуда. А вам деваться некуда. Вы проиграли. Украинцы проигравшие страны. Нет, подожди, тут же видите, стойте, логика же Зеленского на этом, вот мы постоянно вот это вот крутимся, да, но все люди и в комментариях спорят, там, и одни говорят, там, Тадимура такой-сякой, или говорят, Шелест такой-сякой, но мы вот крутимся вокруг этих тезисов, а ведь в этом-то и есть ключ ко всему происходящему. Вот Зеленский взял это на вооружение и не заканчивает войну.
Правильно. Взял, Ну, потому что да, если да. закончить войну, условно, да, взять вот этот меморандум российский, взять там где-то обдурить опять русских, ну, как обычно это Запад делал, где-то немножко уступить и, в общем, попуститься, ну, в смысле, ну, как бы, да, хорошо, даже юридически что-то закрепить, почему нет? Пойти на это, и Кремль будет ликовать и радоваться, что они, например, заставили вот этот остаток Украины вписать в Конституцию, что Крым теперь не их. И нейтральный статус. Понимаете? И нейтральный статус, и все на свете. Хотя он записан. Ну так, на секундочку, он записан, он просто не исполняется. Там еще стремление в НАТО, поэтому несовместимо Ну да, записано. то есть, понимаете, какая история? А Зеленский продолжает, потому что если это происходит, Зеленский не нужен. И Запад тогда, ну, должен искать кого? Молдову? Кого? Балтийских тигров? В Беларуси начинать что-то? Ну, Балтийские тигры не вариант, Молдова тоже. Слишком маленький. Особенно Балтийские тигры. Да. Не, ну вот если вот так вот рассуждать с точки зрения логики ведения войны и логики международной политики, скажем так, ну вот что остается. Поэтому что значит Зеленский взял вооружение? Что ему сказали, то он и делает. Запад реально еще считает, что Украина достаточно сильна, чтобы не то чтобы нанести поражение, нанести мощнейший урон экономике России, чтобы погибнуть сама, да, чтобы потом Запад уже легко ее добил. Вот это их точка зрения. Поэтому продолжение войны – это как раз в логике Запада и в логике Зеленского. И Зеленского – это власть, вернее, как он считает, сохранение власти, а для Запада это просто стратегия. Сикорский, ну тот еще жук, МИД Польши, да, значит, заявляет, что Украина войдет в число членов ЕС в начале 30-х годов. Вроде как долго еще для этого. Я думаю, раньше частью в составе Польши и Венгрии они быстро войдут в ЕС. Не, ну реально. Этим все и закончится, что Украина будет поделена на 3 части. Я вот давно говорю, план такой, что я могу сделать? Ну, план он выполняется, я здесь при чем? Я озвучиваю просто план. Все. Ну, по методичке. Да, по методичке. По методичке Из озвучиваете. пустоты, да. Но он выполняется, методичка работает. Да, значит, так хорошо. Если есть, например, план вот этот на 3 части Украину, вот это те в состав, из состава, ну, в общем, понятно. Если есть нежелание или уверенность Запада, что войну можно продолжать, а вообще понятно, как Трамп относится к этому? Ну, на такой вопрос в русском языке есть прекрасный ответ. Нецензурный. Догадывайтесь, какой. А кого? Как он к этому относится? Он кто? Клоун на табуретке трона. Все. Захотел подружиться с Россией, захотел что-то наладить. Иди сюда. Не в твою каденцию. Выпускают Руби, Руби делает свое дело, Руби может уходить. Единственное, что они понимают, еще раз, американцы и Запад – это сила. И я думаю, что пока что Венесуэла тому прекрасный пример. Поговорил Трамп с товарищем Си, с председателем Си, и что-то как-то обмяк по поводу Венесуэлы сразу. И перенесли они, как вы видите, даже риторика поменялась. Вот в последнем своем прекрасном твите министр войны США написал, что мы будем теперь чистить западное полушарие от наркоторговли. Ни одним словом не упомянув при этом Венесуэлу. Правда, раньше, буквально днем раньше, он сказал, что наши доблестные войска пойдут в Панаму избавляться от тлетворного китайского влияния. Но по всей видимости, с ним тут же была проведена воспитательная беседа. Да, Степан Геннадьевич,
Тут воспитательная беседа проводится очень часто с достаточно яркой и одиозной представительницей МАГИ, Марджорет Тейлор Грин, А, да, конгрессвумен. да, да. Слушайте, ну этот скандал прям очень нашего внимания стоит. Да, да, хороший канал. Это прям, в общем, Трамп разразился критикой. Маргарет Тейлор Грин, она сделала умнее. Она вот заявила, это тоже во время нашего эфира появилось, ну там же часовые пояса. Она говорит, значит, мне поступают угрозы, потому что на меня тут как бы, да, наезжают, жизни угрожают и все такое. Потому что Трамп подстрекает против меня общественность. Красавец, красавец. Ну, она сделала очень умный ход с точки зрения политики. Мы, опять-таки, ну, мы как сами обозреватели, мы, простите, конечно, с точки зрения красоты политической игры, ну, всякое дерьмо с вами обсуждаем, анализируем. Да, да, да. Ну, вот тоже, да. Какова жизнь, таковы Нет, смотрите, тут скандал, Зеленский, Миндич, какой-то этот Зеленский, я аудит проведу, ой, сидим и обсуждаем, лясы точим, свет палим, который в дефиците в Украине на этот аудит. Поехал в Грецию, потом Макрон его принимает в понедельник, и все такие, да, вот это ход. Представляете, всех сказал, всех наказать, всех это, я в командировку. И уехал во свояси. И мы такие, а что это может значить? Да ничего это не может значить. Это такой стиль политики. А что он еще мог сделать или сказать? Понимаете? Да ничего. А вот здесь красиво. Остались еще оазисы, где есть политика. То есть Трампа почему будоражит эта вся история? Потому что Марджорет Тейлор Грин, она как была на позиции, что надо расследовать причастность всех по делу Эпштейна, так и продолжает это делать. Да, эту уже историю попытались взять на зуб, попробовать там посмаковать, почмокать демократы. Красиво там расписывают. Бриты, глобалисты. Но Марджорет Тейлор Грин, она не такая. Она говорит, я обещала избирателям, я, значит, вот... В отличие от Трампа, это будет следующий ход, на самом деле, с ее стороны. И не только с ее стороны. Трамп еще очень сильно взъелся, проводит практически такую же политику по отношению к конгрессмену Месси. Конгрессмен Месси известен тем, что он республиканец, и он в открытую сказал, что у каждого республиканского конгрессмена есть смотрящий вот айпак. После этого айпак встал на дыбы, потратил он $200 миллионов на предвыборную кампанию противника Месси. В результате Месси с огромным счетом выиграл. То же самое будет на самом деле с Марджорет Грин в выборах, поскольку Трамп официально заявил, что не будет ее поддерживать, отзывает свою поддержку. С Месси он это сделал давно. У них как раз выборы будут. Я думаю, они спокойно выиграют, потому что звезда Трампа закатилась политически. И да, он обещал, между прочим, эгоистам придать дело Эпштейна огласке, все расследовать до конца. И, соответственно, все те, кто его поддерживает, в том числе Грин, которая была одной из самых таких ярых, что ли, сторонниц Трампа, сказал, да, действительно, я вот обещал избирателям, я держу свое слово, а Трамп нет. Проблема в том, что попался, собственно, мне материал, и это поразительно на самом деле. Социологи Gallup, публикует западная пресса, уже вовсю заявляют, что в последние 2 года 40% американских девушек и женщин в возрасте 15-44, у них подробная, у Гэллопа вот эта вся разбивка, они заявляют о том, что хотят уехать из Соединенных Штатов Америки, релоцироваться. Значит, среди мужчин там около 20%. То есть, не так как бы критично. Но тем не менее. И многие недовольны... какие они называют? Многие недовольны дороговизной американского здравоохранения, да, хотят переехать в страну, где бесплатная медицина. Например, одни до конца жизни, собственно, не хотят выплачивать студенческие долги, которых там достиг 1,8 триллионов долларов. Причем, усталость вообще от токсичной
борьбы вот этой политической, раскола внутри Соединенных Штатов Америки. Хочется сбежать от бесконечных культурных войн. Каждый новый электоральный цикл – это новый раскол, новый вот этот, короче, по-простому, по-нашему, срач. И это очень давит на психику, на мозги, на социальную сферу, на инфраструктуру и так далее. 40% из молодого поколения, ну вот этих зумеров их принято называть по этому материалу, значит, больше не верят в американскую мечту и возможность вообще построить в этой стране успешную карьеру. Зумеры больше опасаются крупного как бы форс-мажора, который может приключиться в США. Ну, в общем, иммигрантские настроения захлестнули Америку. А ведь это абсолютно противоречит вот этой магии, противоречит духу, на котором, на той кобыле, да, духу той кобылы, которая уже сдохла, но на ней въехал Трамп победителем в президентской гонке. Вы человек, который пожили в Америке долго. Что скажете на эту свежую социологию? Ну, тут прекрасно, этот эффект прекрасно описан в книге «Четвертое превращение», когда институты коррумпированы, к ним власть имеется в виду, к ним потеряно доверие, общество дезорганизовано, нет, что ли, какое-то единение в обществе, нет общей идеи, которая определяет людей. Такое Америка проходит каждые, по-моему, 80 или 90 лет. Просто мы живем в такое время. А что касается магии, ну, то все. Трамп, он для чего был создан? Как его использовали? Не может контролировать толпу, возглавить. Ну, вот такой своеобразный товарищ, абсолютно оторванный себе. Как он выиграл выборы, точно так же, как и Махди выиграл их в Нью-Йорке. Кандидат против всех. Против существующей власти, против существующих институтов, что нужно все реформировать, очистить болото, осушить болото и тому подобное. А при этом имеет какую-то более-менее связанную, что ли, экономическую и политическую программу. Пожалуйста. Первые выборы Трампа обеспечил Беннет. Стив Беннон. А вторые выборы обеспечил как раз Кёрк молодежи и этим движением TPU, Turning Point USA. Кёрка нет, Беннон в изгнании практически. Движение обречено. Ну и Такер Карлсон смотрится, как, знаете, такой, как побитый пес. Он недавно выкатил расследование свое, нанял детективов и говорят: ребята, нате вам денег, детективы. ФБР, как бы секретная служба, ничего толком не расследовала, расследуйте вы по покушению на убийство Трампа. Значит, он потом это все... Не было покушения. Ну, в общем, из того, что известно, стрелок, вот этот Томас Крукс, довольно активно комментировал политическую повестку, был сначала за Трампа во время ковида и так далее. В 2018 году поддерживал его, ругал левых, а вот во время ковида, что с ним произошло, видимо, вколол какой-то непонятный, ну, скажем так, мочмалу какую-то вколол себе в организм и говорит: мага — это секта, надо воевать при помощи терроризма с ними. Ну, такой был, что-то повернулось, оборвалось и повернулось. В последние годы искал в интернете локации мероприятий Трампа. Интересно, что этот Карлсон говорит, что он выбрал локацию, ну, оттуда, откуда стрелял. Он дрон даже сумел запустить, хотя по протоколу никаких дронов там быть не должно. То есть все должно было быть или погашено рэбом, или... Короче, то есть это странность такая. То есть он еще изучил эту историю. Ну и, в общем, есть сообщники какие-то. Это самая главная загадка, да, непонятно. Сообщники, кто были сообщники. Ну и тело Крукса, тоже сообщил Карлсон, было очень быстро кремировано после убийства, а место тщательно отмыли. Че мыли, что там мыть? До прибытия экспертов. То есть какая-то странность в этом отношении. Здесь странности никакой нет, достаточно посмотреть на ухо Трампа
до и после. Никаких следов операции, никаких следов прострела уха нет от слова совсем. Даже родимые пятна на том же месте, где должен быть разрыв уха. Поэтому это просто инсценировка, которую сделала сама компания Трампа. Как раз ради того снимка в стиле Ио Джима. Трамп борется за Америку. Причем выпустили же все материалы, видеоматериалы, которые показывают, как стоят ребята, якобы спецслужб. Кто-то накрыл Трампа. Все ждут, пока огромный кран спустит знамя американское. Только потом вот эта вот задержка на сцене. Они же должны были зафиксировать Трампа и тут же увести его со сцены. Они что-то ждали. А ждали они, пока опустят, кран опустит этот флаг, чтобы потом спокойно выпустить Трампа из своих объятий. Прекрасная цель для снайпера снова. Они же не знали, что снайпер уничтожен, правильно? Может, еще один снайпер? Поэтому давайте мы его предъявим публике, чтобы вот на фоне этого флага сделали фотографию с его Джима и ура! А ухо цело. Ну и Никас Сафронов, конечно, картину написал, вдохновившись. Это все запускается, знаете, кавера. А поскольку Карлсон обладает, скажем так, доверием и репутацией, все, что от него исходит, ну, считается был сын, правда, известный ЦРУшник, но, правда, поэтому кавера. Да, значит, друзья, подведем итоги сегодняшнего вопроса, потому что очень много вопросов сегодня заблаговременно вы оставили. Какую птицу в последнее время, ввиду коррупционного скандала с Минтичем, напоминает Зеленский вам? 6% орел, он выше всего этого. 21% утка, хромая. 28% страус, голова в песке, зад наружей. И 45% дятел. Теперь все на всех настучат. Спасибо большое, что проголосовали. Больше 10 тысяч голосов мы получили. Ну так, Степан Геннадьевич, дятел. Теперь все будут стучать друг на друга. Ну, по жизни дятел. Нет, ну смотрите, ну там он же едет встречаться с Макроном. Можно было поставить вариант петух, символ свободолюбивой Франции. Можно там, не знаю, стервятник, можно филин. Сейчас символ Франции – это каплун. Каплун – это кастрированный петух. Ага, я понял. Ясно. Значит, ну, хорошо хоть не курица. Понимаете? Тоже хорошо. Угловая. Ну, он, она. Да. Наш торчок гермафродит, да? Самый родит. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Режим Блиц, пожалуйста. Значит, вот такие у нас собрались к вам вопросы. Их очень много, поэтому так вот в темпе вальса, как говорится. Степан Геннадьевич, мировой кризис еще актуален. Осень заканчивается. Когда же его ждать? Спасибо и крепкого здоровья. Он, как и любовь, приходит нежданно, когда его совсем не ждешь. Поэтому вроде все хорошо, потом бац, и все туда идет. Начинает сыпаться экономика американская, европейская. Это вообще сказка. У китайцев мощнейшие экономические проблемы. А самое интересное, начинаю всплывать такие интересные детали. Быстренько расскажу, чтобы вам плохо спалось. Кризис так называемый 8-9 годов начинался с 7 года, когда рынки максимум показали, и Lehman Brothers показали максимум капитализации. Так вот, все начиналось с того, что вдруг Lehman Brothers закрыл 2 фонда своих, которые инвестировали в сапрайм. И начался там снежный ком. Все говорили, что все контейн, все под контролем. Так вот, в октябре UBS закрыл 2 своих фонда, инвестировавших в сапрайм. Тоже у всех все под контролем. Динамика даже.
Татьяна, добрый вечер. Что означает встреча президентов Казахстана и США, и затем приезд Токаева в Москву, по вашему мнению, и что из этого следует? Из этого следует, что британцы создали Британскую империю. Они создали пояс нестабильности вокруг континентальной империи. Ну, надо его как-то поддерживать, надо заходить в Среднюю Азию. Поэтому Трамп после своего прекрасного, великолепного, успешнейшего турне по Юго-Восточной Азии пригласил лидеров 5 стран Средней Азии к себе. И, разумеется, все пообещали инвестировать офигенные бабки, десятки миллиардов долларов в экономику США по добрых традициям. Такаев там что-то... Такаева. Таджикистан с Израилем нормализовал отношения, хотя у них тип отношений, по-моему, с 91-92 года. Не, это, конечно, Казахстан в авраамических соглашениях, это мощно. Да, хотя у них нормальные отношения, говорю, тип отношений. Если кто не знает, в чем смысл авраамических соглашений, как раз в признании государства Израиль и в установлении с ним дипотношений. Пообещали денег, правда, я не помню, кто-то из странов, буквально на следующий день он пообещал 35 льдов, а потом на пресс-конференции начальник этого стана сказал, что он эти деньги займет у Кремля. Узбекистан это был. Узбекистан. Да, Узбекистан. Это, конечно, слушайте, вообще узбеки, конечно, талантливая нация. В общем, молодцы. На самом деле, может быть, это такой хитрый кремлевский шаг, такая полутораочковочка кремлевская. Инвестировать в США через Узбекистан. А потом Токаев поехал навстречу с теми, от кого действительно зависит его судьба и судьба его страны. Россия и Китай. Петр, вопрос. Степан Геннадьевич, сегодня на Майдане прозвучал призыв к созыву учредительного собрания. Скажите, это Майдан эволюционирует или это режиссеры Майдана прочитали учебник истории 20 века? Судя по тому, сколько человек там собралось, я думаю, режиссеров пока никаких нет. Это была такая самодеятельность непонятная. Проба пера. Да, значит... Просто сравните с тем, сколько вышло на Майдан. Когда у вас там был последний Майдан-то? По какому вопросу, уже не помню, месяц назад, 2 месяца назад? Нет, подождите. Если НАБУ считать картонный Майдан, картонные Майданки... Вот это, да. Сколько тогда вышло? Сравните просто. Не, много вышло. Много. Вот. Организации и финансовый ресурс какой. Так что будем считать это так, знаете. Непонятная самодеятельность. Значит, Степан Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а кто вы по национальности? Спасибо, Ирина интересуется. Я человек мира, я многонационален. Вообще я анунах с Наибиру. Анунах? С Наибиру, да. Анунах, да, я понял. Значит, Данил спрашивает, что развеется... Носитель замечательной гаплогруппы R1A1. Ну, что сделать? Когда там 3i уже прилетит, Атлас? Да что-то пацаны засали, ушли. Все. Сделали гравитационный маневр и ушли. Данил спрашивает, чтобы развеять последние сомнения, отвергнуть малейшее подозрение, Димура теперь только по субботам? Нет, друзья, это разовая акция. Вот сразу видно, Данил, не подписаны вы на телеграм-канал Шелеста, у Димуры тоже не подписчик. Подпишитесь. И потом человек не понимает, что мы с Шелестом в шаббат не работаем. Просто исключение. Сегодня же шаббат. А уже все, шаббат закончился, солнце зашло. Да, можно работать. Можно. Ой. Так, значит, что ви ожидаєте, Валерій Азовцев спрашивает, українською пише, як вважає гість, що очікує Зе від цього скандалу. Как по мне, пишет, что все уже затихает. Вот затихает или новая серия. Много этих вопросов по поводу Миндичгейта. Я думаю, что это еще раз, как мы с вами уже говорили, это будет зависеть от поведения Зеленского. Прекратит он там с Ермаком свою самодеятельность, будет тупо следовать тому, что ему говорят, например,
объявлять мобилизацию, набирать 500 тысяч тушек в ВСУ, значит, спустят на тормозах. Нет, ну, могут услышать голос Умерова, как вы сказали. Мгм. Так, значит, Степан, давайте вернемся на Ближний Восток. Давайте. Беременный новой войной. Как, по-вашему, развиваются события ирано-израильского противостояния? Когда разродиться могут? Спасибо, Александр. Всем добра. Ну, пока пиндосы не пригонят туда авианесущую группировку, две, ничего не будет. Причем время играет явно против американцев и израильтян, их ЧВК, потому что Иран практически восполнил, насколько я понимаю, все те проблемы, которые у него были с ПВО. Ракеты они клепают новые, причем как раз вот эти гиперзвуковые, которые использовали как наживку, грубо говоря, под конец войны. Помните, там какие кадры были офигенные. Ну, практически как орешник. Пролетает что-то такое оранжевое, раскаленное, фига в Тель-Авиве квартала. Они их производят, чем больше, тем дальше, испытывают новые ракеты. Пятую колонну они зачистили, зачищают, восстанавливают свое влияние в Сирии через своих арабских прокси. Если вы думаете, что Хезболла осталась без вооружения и поддержки, глубоко заблуждаетесь. Новые каналы уже налажены поставок. То же самое с Хамасом. Хамас роет туннели дальше горнопроходческим оборудованием. С оружием тоже все в порядке. Поэтому, ну, скажем так, еврейцы ссутся очень сильно, насколько я понимаю. Сейчас начинать что-то с Ираном. Одни это явно не потянут. Вся их надежда – это втянуть США в конфликт. Соответственно, без авианесущих группировок в регионе никто ничего не найдет. Авианесущих группировок пока нет. Их всего 3 осталось у американцев на ходу. Они все задействованы в других частях света, в том числе в Латинской Америке. Джеральд Форд только что туда пришел. Угу. Следующий вопрос. Так, продолжаем. Степан Геннадьевич. Еще надо, на самом деле, еще один сценарий рассмотреть. Да, пожалуйста. Это то, что Иран начнет войну. А ему зачем? Чтобы решить еврейский американский вопрос в регионе раз и навсегда. А силы есть? Погодите. О, да. Они этот вопрос решат легко. Они его практически решили во время 12-дневной войны. Но Иран тоже, на самом деле, получил так хорошо в начале войны, поэтому нужно было залезать раны. Трампу нужно было спасать Израиль и получать свой большой прекрасный билл. Ну, и была организована операция под условным названием «Мы уничтожаем ядерную программу Ирана, а Иран бомбит наши базы». Все довольны, все говорят, что они победили. Потому что прошли заявления, на самом деле, иранских достаточно высокопоставленных чиновников, в том числе из КСИР, что если Хезболла окажется в тяжелом состоянии, в тяжелом положении, потому что Израиль сейчас начинает военную кампанию на юге Ливана, судя по всему, против Хезболлы, поскольку правительство Ирана отказалось осуждать Хезболлу, несмотря на все то давление, которое было, и изначальное согласие, то Иран решит израильскую проблему. Вот. Поэтому решать израильскую проблему, когда нет поблизости военнослужащих группировок США, идеально. Угу. Следующий вопрос, значит, вот такой. Здравствуйте, в Афганистан строится новый водный канал. Как это повлияет на Азию, особенно на Казахстан? Что будет с ценными специалистами? И прогнут ли Россию на поворот рек? Спасибо за ответ. Ну, честно говоря, первый раз об этом слышу, просто не отслеживаю. Единственное, видел по заголовок, что российские ученые обсуждают поворот сибирских рек. Ну, большевики уже поворачивают. Да. Результаты известны. Ну, каналы, когда строили, было нормально, а русло рек не очень вот, получилось. Да, не очень, не очень. Каналы, да, это хорошо.
И то не факт, что они их строили, они раскапывали. Ну ладно, не будем. Не знаю просто, не знаю, я не слежу вопрос. А Первый кто раз это строил слышу. тогда? Ну нахер. М. А эти раскапывали после потопа. Как и московское метро, кстати. Впрочем, и лондонское тоже. Смеешься. Мгм. Понятно. Не строили, а раскапывали. Так и запишем. А, Откапывали, да. Откапывали, да. Значит, вопрос от Алекс спрашивает. В общем, по поводу цифрового юаня. Это означает, что доллару кобздец? Спасибо заранее. Спасибо вам. Это не означает, что доллару кобздец. Это означает то, что, как и говорилось, сформируются две крупные экономические зоны с своей валютой, с своими системами транзакций. Всего остального два таких гегемончика вместо одного гегемона. Отношения между которыми будут достаточно напряженными, которые нужны некоторые правила поведения на сопредельных территориях, где пересекаются сферы интереса, соответственно, посредники, гаранты сделок будут встречи с генеральным банком. И все. Степан, просветите, пожалуйста, в России за 25 год миллионеров стало вдвое больше. На чем эти люди зарабатывают? Откуда корреляция? Экономика хуже, а миллиардеров больше. Бюджет Российской Федерации, траты бюджета, очень просто. Поэтому я говорю, что Цукершвайн и Виндич, они святые люди. Это, конечно, очень Ну что, они интересно. берут церковную десятину, это неслыханно вообще. Люди действительно, им можно спокойно любой, в принципе, государственный пост доверять. Просто добавил к бюджету 10%, и все нормально будет, все будет выполнено. А, Главное, Здравствуйте. только эту упаковочку не светить, и все нормально. А, Степану вопрос от Антона. Как он считает, будет ли война с Европой, в скобочках НАТО, и Россией? И если да, то как от нее спастись? Какие последствия для России этой войны он видит? Я думаю, если война будет, она очень быстро перерастет в ядерную войну. Моментально, я бы сказал. Очень быстро, да. Поэтому, как спастись? Стройте себе бункер, запас провизии, воды, энергии и всего остального на 4 месяца. Потому что через 3 месяца, в принципе, через 4 запаса можно спокойно уже вылезать на ландшафт. Он будет безопасен для существования. Значит, Аида уточняет, почему Трамп отказался опубликовать список Эпштейна после выборов. В чем причина? Да, может, он там везде засвечен. Очень просто. Так, вопросы. Даже не столько он, сколько там засвечены ту переписку Эпштейна, которую опубликовал Конгресс, комиссия Конгресса, которую они востребовали официально. Там наносится мощнейший удар по Израилю. Потому что там четко показывается, что, во-первых, Эпштейн предлагал использовать фотографии с Трампом, с его похождениями, как средство шантажа Трампа. А во-вторых, есть показания, данные на камеру и в интервью достаточно высокопоставленных сотрудников Моссада, например, тех, кто курировал папашу Грисленда Максвелла, известного издателя европейского, который сам, судя по всему, был агентом Моссада, что, в принципе, да, он вел и Грислайн, и Эпштейна, и Эпштейн использовался, его работа как так называемый хонипад, когда на вагину ловили политиков, особенно несовершеннолетнюю, потом это шантажировали. Чат трансляции, конечно, замечательный у нас, как всегда, собственно, с юморком. Там вот пишет пользователь Немощь, дятел, за которого проголосовали в вопросе. Прости, пожалуйста, что мы сравнили тебя с Зеленским.
Ну да, не в обиду дятлу, да. Да, значит, подскажите, Птицы, санитары леса все-таки. ну, важное дело делают. Да, Долбят. да, долго. Долбоёбы. Как всегда вы, а потом вот это вот, так сказать, Вырезать. да, потом вот это делать этот педикюр прямому эфиру. Значит, подскажите, станет ли Европа врагом украинцев после того, как Европа потребует отдавать долги? Тут Европа сильно пролетела, потому что изначально планировалось грузануть Украину долгами. Понятно, что она их никогда не выплатит, и взять натурой. Но большая часть натуры, судя всего, меняет собственника, переходит в другие руки. Поэтому европейцы остаются практически неоплаченными долгами, невостребованным долгом. Потому что Украина, в том виде, в котором она останется, в принципе, не сможет служить переговоры здесь. А брать уже нечего. Леса в Карпатах, ну, максимум, что останется. Кристина Мина, кто из сладкой парочки первым подаст на развод в кавычках? Зеленский или Ермак? Кто кого кинет первым? Ермак. Я не знаю, ну, а есть такая смешная история? Владимир спрашивает. Степан Геннадьевич, расскажите смешную историю, как вы случайно зашли в гей-бар в Сан-Франциско. Заранее спасибо. Есть, да. Чуть там анальной действенностью не поплатил за свое любопытство. Ну, была школа в Сан-Франциско. Покусились это, к 11 туз, что ли? Это было в далеком, по-моему, 93-м, что ли, году. Я там в аспирантуре Чикагского университета учился. Ну, была школа в Сан-Франциско на неделю. Ну как, я такой лапотник, приехал в США, прилетел, привезли меня в Сан-Франциско, и посмотреть на Голден Бридж. Пошел я смотреть на этот мост, ну, впечатляющее зрелище. Думаю, дай-ка пивка. Опрокину. Там баров много рядом с мостом. Захожу в бар, смотрю, странно, что-то бабло, такие мужики. Кто-то сидит, еще что-то. Ну, американцы на острове. Заказал пиво, и тут, значит, начинается. Он начинает ко мне подходить, так нежно класть руки на плечи. Я так подумал, ну и убежал, не допив пиво. Уже потом американцы мне объяснили, что, ну, как бы тебе сказать, там очень своеобразные люди живут рядом с глупыми. Так что веселая была история. Ой. Да, да, время было. Значит, как повлияет на рынок недвижимости падение рынков, спрашивает пользователь. Опять у меня через собачку. Я так понимаю, из России, понимаю, вопрос. На нас уже, по-моему, ничего не влияет. На наш рынок недвижимости влияет покупательная способность, и она зависит от двух экономик. Вторая экономика накрывается медным тазом, а все, что связано с ВПК, расходами бюджета, оно пока что процветает. Ну, соответственно, смотрите, где в ВПК есть мощные кластеры и где приходуется бюджет. Ну, там недвижимость прет пока. Особенно, как всегда, элитная и бизнес-класса, потому что расслоение доходов у распила бюджета, оно просто стало каким-то неимоверным. Угу. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что этот нетрадиционный, ну, в прямом смысле слова, нетрадиционный день субботы, вечера, ну, как там нас Степан Геннадьевич уже
просветил, не шаббат, да, не шаббат. Все, солнце зашло, шаббат закончился. Значит, вы побывали в нашем прямом эфире. Подписывайтесь, пожалуйста, на Димуру. Также обратите внимание на ссылки в описании. Там, ну, скажем, специальная платформа с лекциями Степана Геннадьевича. Переходите, интересуйтесь и следите за новыми, так сказать, семинарами, да, поэтому милости просим. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, благодарю вас, что пригласили. Друзья, берегите себя. До встречи со Степаном Геннадьевичем в следующий четверг. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.